Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет рубрика кулинарии. Будем готовить крем-суп из овощей. Не знаю, это у нас будет вьетнамско-японский, украинский рецепт и мексиканский гуакамоле. Си, gracias. Поэтому погнали! Возьмем кастрюльку. Я делаю, как моя мама всегда. Просто вытряхиваю то, что есть в холодильнике, из этого готовлю. Значит, я возьму зеленую стручковую фасоль, я возьму окру, суперфрукт, я уже говорил. Это сладкая картошка вьетнамская, морковочка, лучок, синий кабачок, замоченный маш у меня остатки есть, капусточка белокочанная и чеснок. Все, погнали. Так, первым делом я промыл маш, поставил его в кастрюлю, в которой буду варить. Вообще интересный продукт, богатый белком, но я по себе заметил, что я его ем немножко в другом виде обычно, я его ем сырым. Я его просто замачиваю на сутки в воде и добавляю себе в смузи. Еще раз говорю, классный источник белка, но ко вкусу нужно немножко привыкнуть. Естественно, я его ем не чистым машем, а разбавляю бананами, манго, ананасами, ну и всем остальным. Я думаю, вы первый раз видите, как кто-то чистит морковку ложкой, но такие обстоятельства. Хочешь жить, приспосабливайся, как говорится. Что даже круче, чем нож, вообще бомба. Обожаю вьетнамские ложки. Это тайские, это вообще тайские ложки. Я даже себе парочку в Украину прихватил. Итак, первым делом поставим жариться продукты. Некоторые продукты буду жарить, некоторые варить. Жарить буду синие кабачки, буду жарить, лук буду жарить, чеснок буду жарить и перчик буду жарить. Вот, я сначала пожарю продукты, потом закину оставшиеся варить и жареные добавлю в вареные, а потом мы это все через блендер. Будьмо! Почему-то получается, как обычно, много. У меня так мама всегда берет одну сковородку, начинает готовить, все туда засыпать. Она оказывается маленькая, пересыпает в другую, продолжает готовить, все туда засыпать. Она оказывается маленькая, пересыпать в третью. Вот у меня так уже пол сковородки, короче, а там продуктов еще куча. Ну ладно. Что маемо, то маемо. Тут один синий от меня спрятался. Ну-ка, иди сюда. Назад. Для меня вот еще было очень интересным то, что в Таиланде основная масса людей это буддисты. Там, наверное, 95% людей, ну 90% людей буддисты. По сути, должны быть вегетарианцами, теоретически. Но при этом я там не нашел таких вегетарианских кафе, как во Вьетнаме. Если здесь блюдо может стоить, допустим, 45 гривен, то там это же вегетарианское блюдо может стоить 150-200 гривен. Вот. И таких дешевых, как здесь, там по 18 гривен, обычная местная кафешка, местная столовая, грубо говоря, у кого-то дома, куда ты можешь прийти здесь поесть за 18 гривен, нормальный супчик, вкусный, все адекватно, все классно для местных. То в Тае я таких не нашел. Короче, там я в основном готовил вот так вот дома, сам себе. Здесь и во Вьетнаме, когда такие цены вокруг, сами понимаете, немножко подхаривает. Сладкая картошка. Я уже ее ел прежде, но интересно, какая она на вкус в сыром виде. Ну, не скажу, что я буду есть это сырое, как кабачки в сыром виде, но не так-то плохо. Да, есть что-то, как наша картошка, но слаще.
Чуть-чуть уменьшить огонь. А то чувствую уже по запаху, сжигаем калории. Спаливаем калории. Зеленые фасоли почикал попки. Тут уже все готово, даже чересчур. Поэтому я вырубаю. А пока у нас супец варится, займемся гуакамоле. Понадобится 3 авокадо, чили, 3 помидорки. Старался выбрать помягче. Здесь во Вьетнаме немножко с помидорами проблема в этом плане. Они все зеленые, дубовые. Лучок, лайм и чеснок. Ну и соль, перец. Еще нужна кинза, но кинзы у меня нет, у меня просто зелень есть. Она уже немножко подходит, правда. Там руккола, базилик и мята. Я буду ее использовать. В видео, которое я смотрел на английском языке, у них везде показано, что они семечки с жидкостью из помидора удаляют. Вот. Но я таким не буду заморачиваться. Я оставлю. Так, нужно очень мелко нарезать помидоры, лук, чеснок и чили. А затем это все забабахать в миксере. Та смесь получилась в миксере что-то чересчур, если честно, жидкое. Я не ожидал такого. Ну, посмотрим. Сейчас смешаем с авокадами. Самое интересное, что я раньше не ел авокадо вообще от слова, ну, прямо от слова вообще. У меня мама его любит, племянница любит. Я его терпеть не мог. Мог только в суши есть, когда я его вообще не чувствовал. Но с приездом во Вьетнам я его распробовал. Попробовал спелый, нормальный. Оказалось, не такая-то и плохая штука. И цена здесь адекватная. Вот эти, я считаю, купил за 24 гривны за килограмм. Вполне себе. Как у нас яблоки. Только авокадо, по-моему, считается тоже суперфудом. Это сплошной жир, но полезный. Его едят те, кто на диете. Точно. Сало в мире растений. Там супчик уже почти готов, я чувствую по запаху. Уже давно варится, скоро буду смешивать ингредиенты и тоже в блендере взбивать. И вообще, грубо говоря, ингредиенты такие же, как в нашей кабачковой икре. Те же помидоры, чеснок, лук, чуть-чуть перчика, правда, красного. И вместо синих авокадо. То есть, грубо говоря, тот же самый соус. Разница только в авокадо и баклажанах. Готово. Теперь будем смешивать. Мне кажется, я сюда добавлю еще чего-то густого. Может порезать помидоров, потому что чересчур жидкая субстанция получилась. А должна быть густая. Да, возможно, в следующий раз не стоит прибегать к помощи блендера, а просто ножом все мелко измельчить. Потому что это перебор. Ох, вид аппетитный. Вот сейчас буду пробовать. Так, здесь у нас уже все готово. Пора добавлять все жареное туда. Чуть телефон туда не добавил. Будь внимательнее, Фоня. Нам утопленники не нужны. Интересно, что там Дима с нами в Ханое делают? Ханой заблокировали, нельзя ни въехать, ни выехать. Поэтому я на данный момент Дананг покинуть вообще не могу. Все самолеты отменили. Заблокировали так же самое, как Хошимин. Самолеты отменили. Автобусы отменили, все отменили. Все, подождем пока оно немножко вкусы смешаются, а потом остудим и в блендер. Пока крем-суп доваривается и потом будет остывать, я перекушу гуакамоле с вьетнамскими снеками, о которых я уже говорил, от которых оторваться просто нельзя. Противозаконно отрываться.
Вот. И поотвечаю, ребятки, на ваши комментарии. Всем спасибо, что пишете, что проявляете активность. Мне это интересненько. Пишите. До связи. Так, сейчас отведаем, правда. А потом до связи. То, что надо. Это оно. Ну все, ребятки, финальная стадия. Погнали, засыпаем и перемалываем. Что это будет? Увидим, что это будет. Ну, выглядит нормально, как обычно. Это я уже готовил в прошлом году, правда. Ну, подобное, опять же, из того, что было в холодильнике. Гуакамоле я готовил первый раз. Я вот сейчас распробовал его, кстати, и немножко добавил помидорки. Еще порезал крупно помидорки, чуть соли добавил, и еще чуть-чуть добавил чесночку, чтобы получилось повкуснее. Так, перемалывать буду в два подхода, до красивого отказа, как говорят в тренажерке. Будем делать до красивого отказа. Какой цвет! Просто объедение. В общем, получилось у меня пол кастрюли. На завтра это еды на целый день с головой. У меня еще гуакамоле есть. Вот, где-то половина осталась. В этот суп, крем-суп, интересно добавлять, им интересно заливать, можно рис, можно заливать рисовую лапшу. Получается довольно вкусненько. Вот, как японский суп-крем рамен. Так, еще раз привет, друзья. У меня прошло примерно 2 недели. Вот, я приготовил подобный суп еще раз. Но я взял Я взял за ингредиенты всего 2 составляющих. Цвет точно такой же. Я добавил сладкую картошку и кабачок. Всего 2 ингредиента. Соль, перец, красный перец. Ничего не жарил, все чисто сварил. Засунул в блендер, перемолол. И получилось даже, наверное, вкуснее. Я еще добавил сухого чеснока и еще добавил сухого имбиря. И получилось, даже скажу, вкуснее, чем было. То есть мороки намного меньше, но при этом, тоже вкусно. То тоже было очень вкусно. Но вот это мне даже нравится больше. Я, конечно, сейчас во время карантина буду больше вникать в вьетнамскую кухню, поделюсь с вами еще. В следующем видео буду готовить следующее блюдо. Оно будет более вьетнамское, чем это, и уже из вьетнамских продуктов. И поделюсь с тем, что они еще едят, из живности, что они едят. Вот. А на данный момент я с вами попрощаюсь. Вам желаю готовить, экспериментировать, наслаждаться процессом и своей жизнью. Всем удачи, хорошего вечера и увидимся в следующем видео.